Привет, наши юные ждуны свежих, отборных и сочных аниме-новостей. Сегодня мы подготовили для вас много вкусного. Усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь. Приятного аппетита! Наконец анонсировали третий сезон Коносуба, этот замечательный мир. На сей раз снимает проект на студии Drive. Дата выхода пока не уточняется. Но это еще не все. Помимо основной истории, выйдет сериал по спин-офф Ранобе Зоку Коносуба, одаривая этот замечательный мир взрывами. Расскажет он о взрывоопасных похождениях Мегумин. Дата выхода также не уточняется. Подоспел свеженький трейлер к аниме Сприган. Поведает оно об альтернативной линии времени, где после Холодной войны по всему миру начали всплывать могущественные артефакты, оставленные простым смертным продвинутой расой, некогда правившей на Земле. Некоторые возжелали добыть артефакты ради личной выгоды, но дорогу им преградила организация Аркам, хранящая мировой баланс. Как раз среди ее агентов и затесался местный герой, парень по кличке Сприган. Премьера 18 июня. Всего в тайтле будет 6 эпизодов, каждый по 45 минут. Соло-левелинг, поднятие уровня в одиночку, вернется. Несмотря на то, что в декабре прошлого года вышла последняя глава манхвы, DNC Media не планирует отпускать сольника. В третьем квартале, июль-сентябрь 2022 года, они ожидают запустить спин-офф веб-новеллы, который расширит мир тайтла, а в четвертом, октябрь-декабрь, хотят выпустить манхву по этому спин-оффу. Также в планах на третий квартал подытожить основную манхву поднятия уровня в одиночку эпилогом. Топаз описали его как пачку бонусных экстра-глав. По поводу экранизации в аниме ходит много слухов. И вот из последних инсайдеры заверили, что анонс аниме стоит ждать до июля. В сеть выкатили трейлер к аниме Соредама Аюму ва Йосетекуру «Аюму станет ближе» от автора «Мастер дразнилок Такаги». На сей раз сюжет закрутится вокруг двух школьников из клуба игры в шоги, помешанной на игре девушки, и парня, который тайно влюблен в нее. Снимают Сильверлинг. Запустят сериал 7 июля. Нежданно-негаданно в декабре возвращается Дороро от Осаму Тедзуки. Причем на сей раз в виде манхвы. Сеттинг избран современный. По сюжету герой обрел бессмертие в бесконечной погоне за демонами, что разобрали его на запчасти. Год за годом выслеживая нечисть, Хекимару оказался в нашем времени, где спас из беды некую Роро, напомнившую ему Дороро. И так началось его новое приключение. Сюжет пишет автор легендарного лунного скульптора Ли Догион, который, по его же словам, является громадным поклонником работ Тедзуки. Вышел свежий трейлер к аниме-сериалу Камикузу Айдол, богиня-идола-мерзавца. Расскажет он о самом ленивом айдоле Японии. Парень думал, будто работа артиста плевое дело, потому и пошел туда, чтобы не напрягаться. А тут и пой, и танцуй, и с фанатами общайся. В общем, сплошная работа. Но все меняется после одного унылого концертика, когда за кулисами парень внезапно встречает взрывную девчушку, что жизнь готова положить на сцену. Но есть одно но. Жизни-то у нее как раз и нет. Она умерла и теперь обтирает подсценки в виде призрака в поисках нужной тушки. И, как несложно догадаться, станет ей именно наш лентяй. Производство студио Гакуми запустят 1 июля. А тут вам тизерочек к новому аниме-фэнтези по манге. Каким-то образом я стал сильнейшим, прокачивая фермерские навыки. Сказка о юном безотказном фермере, который так жестко всем подряд помогал, что прокачал на максимум все доступные скиллы и сломал уровень. Теперь парень как Сайтама, любой удар ему как слону дробина. Самые жуткие монстры отлетают с одного удара, а знать мечтает завербовать. Вот только парняга просто хочет быть фермером, но, видимо, не судьба. Премьера его запланирована на октябрь, снимают A-Cat. Первый трейлер к оригинальному аниме Шинобу но Итоки «Время шиноби» от Тройка, досье лорда Эльмелоя и DMM. Расскажет оно о простом на вид пареньке, который однажды узнает, что он наследник клана ниндзя Ига. Клан этот долгие годы вел жестокую кровавую войну с кланом Кога, и теперь наш герой ее часть, хочет он того или нет. Премьера в октябре. Теперь новость для фанатов Hunter x Hunter, моя любимая сегодня. На прошлой неделе в Твиттере нарисовался аккаунт имени Йошихиро Тагаши и навел шуму, намекнув на скорый выход Хантера из Хиатуса. Поначалу не было никаких подтверждений или опровержений, что аккаунт настоящий, но с месяц назад кто-то уже пытался провернуть похожий фокус и быстро был разоблачен. Однако фанаты отметили еще один занятный факт. На сей раз на него подписался Юсуке Мурата, One Punch Man и iShield 21.
Позже Мурата подтвердил, что аккаунт, намекающий на возвращение манги Hunter x Hunter, действительно принадлежит ее автору Йошихиро Тагаши, и сейчас он трудится над ее воскрешением, выдавая периодически наброски с нумерациями. Кстати, в данный момент на него подписано свыше 2 миллионов человек, и уступает он только автору «Моя геройская академия» Кохею Хорикоши с 2,1 миллионов человек. Впрочем, судя по скорости набора, скоро он и его превзойдет. 6 июля по мобильной игре Warau Ars Notoria от Nitro Plus и иллюстратора ReZero запустят аниме-сериал. Снимает Liden Films. По сюжету игрок теряет память и загадочным образом попадает в особую академию, которая сокрыта от глаз простых смертных. Тут юные девы, зовущиеся пентаграммами, учатся, как стать достойными леди. По странному стечению обстоятельств, игрока закрепляют за ними как учителя, а в итоге он выясняет, что школа благородных девиц — лишь прикрытие для обучения боевых принцесс, которые бросят вызов неким рыцарям. Вот и подошел выпуск к концу. Он был довольно-таки насыщенный. Тут вам и Хантер, и Сольник, и Дороро с Коносубой. Надеюсь, мы подняли вам настроение и можем смело попрощаться. Услышимся в другой раз. Пока-пока.